Всем привет в этот замечательный солнечный зимний день. Я нахожусь на самом юге Польши, недалеко от города Завоя. Это Бабьегурский национальный парк. Сама вершина называется Деблак, и это как переводится как дьявольская или дьявол. И это связано с тем, что там часто меняется погода. Даже летом там может быть снег и постоянно сильные ветра. Высота вершины 1725 метров над уровнем моря. Всего подниматься чистой высоты около 700 метров, потому что начало подъема там уже было написано, что 1000 метров над уровнем моря. Погода просто сегодня идеальная. Небо чистое, ни одного облака. Плюс очень красиво лежит снег, просто как в сказке. Тут уже с самого начала довольно такой резкий подъем сразу. Есть сегодня люди, хотя место не сильно популярное, не настолько как Снежка или Татры. Дорога, в принципе, расчищена и по ней нормально идти. Я думал, будут сугробы, потому что всю прошлую неделю шли обильные снегопады, даже объявляли оранжевый и местами красный уровень опасности в горах. Иду я по маршруту, обозначенному красным. Идется, если честно, что-то так себе, вообще тяжело. Дыхание уже сбилось в самом начале. Короче, как-то так пока. Постоянно подъем вверх. Еще не было такого, чтобы тут была какая-то ровная дорога. Такая лента с предупреждением, чтобы туда не ходить. Там видно обрыв какой-то сильно резкий, чтобы туда не ходили. Ого, ничего себе, как повалено дерево. Здесь бы было неплохое укрытие в случае чего. Да, неплохо. Леса чуть стало меньше, и уже открылся такой вид на те печально известные горы. 2 апреля 1969 году на том склоне разбился самолет от польских авиалиний ЛОТ. На борту было 53 человека, в том числе 5 членов экипажа. Самолет летел из Варшавы в Краков и по неизвестным причинам сбился с курса. Причина до сих пор не ясна, и по одной из версий у них были проблемы с навигацией, хотя в тот день погода была и видимость хорошая. И как он промахнулся мимо Кракова, непонятно. По еще одной версии, польские пилоты просто хотели покинуть территорию Польши. Оттого и такая низкая высота полета. И, возможно, просто не заметили эти горы или не знали, что они здесь вообще есть. Вау. Не могу нарадоваться. Дорога чуть ровнее стала, уже не такой резкий подъем. И как я смотрел по карте, то подъем там где-то резкий в конце должен быть еще, поэтому надо как-то готовиться сейчас морально. Вау. Как красиво. Температура чуть в плюс ушла, и уже снег начинает таять по чуть-чуть. Вот, как я понимаю, сама вершина. Вот там вот. В ясную погоду, конечно, лучше ориентироваться. Ты сразу видишь, сколько тебе идти, какие расстояния. А не так, когда там видимость 5 метров, ты думаешь, ну вот, за этим углом уже должно быть что-то, вершина там или что-нибудь. И там приходишь, а там еще метров 200 идти куда-нибудь там, или еще больше. Короче, такой, да, блин, нет, это еще не конец. А здесь вон вершина, значит, мне еще час там идти примерно, прикидываешь. Нашел тут такую кружку, она вот здесь вот так висела, где вместо ручки такой вот карабин. Я не знаю, плохо видно или хорошо, но просто безумно как красиво. Там вот вдалеке, я не знаю, как камера берет. Мне, например, хорошо видно глазами. И там снизу просто какое-то одеяло облаков. Сейчас заберусь повыше, может лучше будет видно. Я не знаю, кажется, как будто близко, может километров 50 отсюда, может меньше. И снизу, ну это снег и какой-то туман, может смог лежит. Но очень красиво. Татр, я по вам скучаю. В следующий раз я к вам поеду. Но хорошо, что я пошел в такую погоду ясную. Так бы я бы очень много потерял. Я, честно, не ожидал увидеть здесь это. Просто не думал, что они так близко. Ладно, иду дальше. Так, дошел до какой-то смотровой площадки. Называется Колпа. 1521 метр. И мне еще подниматься 200 метров. Ну, немного.
Ну вид тут просто бомбезный, смотрите сами. Во все эти горы, это вот эти, конкретно эта часть, это называется Западные Бескиды. Там Татры, высокие Татры в Словакии. И это же все Карпаты. И они тянутся аж с Румынии через Украину, там чуть-чуть Венгрия, Польша, Словакия. Идут сюда. Это самая западная часть, самая высокая гора вот этой западных Карпат. И вот видно, что вот там вот уже заканчивается, начинается такая немного равнина, дальше начинаются Судеты, а Карпаты они чуть поворачивают вот туда, в сторону Чехии, идут по востоку Чехии и заходят аж в Австрию немного. Ну вон уже видна вершина, это наверное она, ну, тут других нету в принципе, и недалеко осталось идти, она уже совсем близко. Постоянно такие вот виды, просто космические на эти Татры. И здесь так необычно, снегом все завалено. А тут по этому столбу можно определить, откуда ветер чаще дует. Ну и в принципе по всем этим деревьям. Ну видно, что он тут сильный бывает. Сейчас мне повезло, его практически нету. Дует он с востока. Дорога такая уже чуть поуже стала и больше снега. Идти не тяжело, она хорошо протоптана. И в принципе нормально все равно. Тут уже начинается знакомая ходьба по кустам этим. Или что это, маленькие такие елки. Чем выше, тем лучше открывается вид на Татры. И я знаю, тоже еще там выше есть, и скорее всего там будет еще лучший вид, но я просто не могу не остановиться, не снимать. Реально просто очень красиво. Так, ну тут вижу уже совсем немного. По крайней мере, так кажется. По Google картам показывает еще полчаса где-то идти. Но визуально как будто меньше. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Потому что вот уже, в принципе, видно. Я не знаю, ну, идти тут полчаса, не полчаса. Но недолго. Вот уже недалеко сама вершина. Вот тут сейчас идет равнина, и там такой подъем, может, на метров 150. В принципе, ничего такого. И у меня появилась неприятная новость. У меня поломалась одна палка. Вот. Я сначала думал, то, что она именно выпала, но там что-то открутилось или что. Нет, именно там пластмасса поломалась. И уже ничего не сделаешь. Так что пока что буду с одной. Пока пью воду. Вот уже начался этот подъем. Пока что так. Издалека мне казалось, что это хвост вертолета какой-то лежит. А это просто столб. Так, ну это ни хрена не диаблак, скажу я вам. Это вообще говняк какой-то. Короче, неправда это было. Что я думал, это та вершина, а это, оказывается, какой-то говняк, а не диаблак. Короче, вершина еще где-то там, минут 15 идти. Может, чуть больше. Сейчас вот поднимусь на эту вершину и посмотрю, сколько там точно осталось. Ну идти вот недолго еще, буквально вон чуть-чуть. Но это уже 100% та, я вот клянусь. Ну и прикол в том, что название не просто так здесь приелось такое. А вот я узнал, что здесь, оказывается, животных разных пасли. И они тут создавали соответствующий запах. И название так и приелось местным жителям. Интересно, почему там не коровняк или еще как-то по-другому. Ну, такая вот наша человеческая натура. Любим мы всякое вот. Удивляет, насколько мало людей здесь в такую погоду. Сегодня просто идеальная погода. Чистейшее небо. Но только там где-то вдалеке облака есть. Ну, просто я уверен, что поднимался бы я на какую-нибудь сейчас снежку, там было очень людей много. А здесь просто, не знаю, ну, очень мало людей. Тем более такие красивые виды здесь. Реально всем вот советую именно в хорошую погоду сюда подниматься. Просто невероятный вид на Татры. Так, ну вот и говняк. Фу, блин. Диаблак. Вот и диаблак. Реально работает, да? Приедается название быстро. Ну вот уже диаблак. Тут осталось реально буквально вот подняться и все. Уже наконец-то вершина. Уже такая каменная плитка лежит до самой вершины. Не знаю, насколько она длится, но под снегом не видно.
Но вот здесь ее видно. Столбы на вершине так необычно выглядят. Вот тут это вот все замерзло. Честно, я такой в первый раз вижу. Зимой в горы не так часто ходил. Вот я тут иду, как будто уже на вершине. Но люди в основном все там стоят, так что, наверное, самая высокая точка там. И она буквально вот на пару метров выше, чем здесь сейчас. Ну вот я и добрался до вершины. Здесь вот такие стены, скорее всего, их построили как защиту от ветра. Сейчас планирую перекусить здесь. И взял с собой такую кашу. Но потом еще хочу дойти до приюта и там еще что-то перекусить. В принципе, удобно. Здесь есть такая вилка. Сейчас попробую это на вкус. Ну, неплохо. Надо помешать. Походу она долго стояла. Или заморозилась, пока я шел. В общем, такая плотная стала. Ну тут чечевица какая-то, хумус, еще что-то разное. Есть люди, которые не боятся морозов и поднимаются сюда просто в какой-то кофте, еще и рукава закатывают. Так, вот пограничный столбик, обозначающий, что здесь заканчивается Польша. Начинается Словакия. Вот здесь вот уже Словакия. А это, я так понимаю, памятник Яну Павлу II, скорее всего. Сейчас я буду идти уже в приют и буду сейчас спускаться по словацкой части. Сейчас вот здесь вот буду спускаться до приюта. Идти примерно 50 минут. Так, все, начал спуск, иду в сторону приюта. Идти где-то минут 50 до туда. Иду тут вдоль границы как раз Словакии и Польши. Идется нормально, в принципе, вниз вообще офигенно. Быстро. И, в принципе, не так много снега. Идешь себе, а тут пограничный столб прямо посередине дороги. Вот уже приют. У меня села батарея, взял себе гуляш, короче, и черный кофе. Еда была там отличная, кофе тоже нормальный. 12 злотых стоил. И вообще тут, в принципе, очень круто. Приезжайте сюда на Биобигуру. Смотрите, гуляйте. Вот я уже иду, обошел Бабью Гуру с левой стороны. Я вообще иду и ничего не слышно, кругом полная тишина. Слышу только хруст снега и птиц где-то. И все. Немного даже пугает это, что так тихо. Ручей где-то еще слышно. Ну ладно, в принципе, мне на Бабьей Гуре очень понравилось. Реально очень красиво, не так много людей. И всем советую, особенно приезжать в хорошую погоду. И в принципе все. Hasta luego, до скорого.